Как ты относишься к такому виду воспитания? Нужно ли пиздить детей, чтобы не хуели? Нет, пиздить детей не нужно. И я полностью против того, чтобы пиздить детей. И это не ироничная моя позиция абсолютно. Наказывать детей насилием просто тупо нельзя. Потому что, ну, на самом деле здесь дело даже не в том, что там детей жалко и так далее, речь не об этом. Даже, может быть, тебе и не жалко, блядь, как бы всякое, может, ты реально бомж-компот, блядь, ну, ебаный рот, да? Дело не в этом. Просто, когда ты наказываешь детей насилием, на них потом вообще все остальные наказания, которые ты можешь придумать, нихуя не действуют. Если у тебя дефолтное наказание – это сразу ребенка отпиздить, то им вообще на твое мнение насрать будет в дальнейшем. И это антивоспитание, просто ты будешь не способен воспитывать такого ребенка. Поэтому пиздить нельзя детей. То есть просто потому, что это не работает. То есть пиздить можно, но в конце, когда вариков не останется. Нету такого. Потому что если детей не пиздить, то для них уже достаточно мощной травмой будет, если ты просто их отругаешь, блядь. Открою секрет. То есть, потому что твое слово будет иметь вес. То есть, ну, надо быть таким родителем, что для ребенка самым страшным кошмаром должно быть, что ты скажешь, что тебе за него стыдно, например. Да? И если ты ребенка пиздишь, то ему будет похуй, стыдно тебе за него или нет. Как бы портит он какую-то там, не знаю, честь семьи там или еще что-то, да на такую семью, блядь, это же полная срань. Так что да. Не знаю, для меня в детстве самым мощным наказанием было, когда комп отключали. Просто прятали провод от компа, блядь, и все. Мне хватало вот так вот этого наказания, блядь. Меня это наказание стимулировало так, что просто пиздец. Как бы. То есть это очень исправляло мое поведение. То есть и меня никогда не пиздили, меня никогда не наказывали физическим каким-то образом, где абсолютно, блядь, ни малейшего, блядь, поползновения не было подобного. И меня достаточно было компа лишить, это типа все пиздец. Ну потому что мне делать нехуй, блядь. У меня было разделение ответственности, меня пиздил отец, когда отец говорил, что ему стыдно за меня стимулировало это больше. Ну, это такое, типа. Потом вырастаешь, и, блядь, как бы, я так подозреваю, что с отцом отношения не очень у вас. И его слово для тебя вряд ли очень много значит. Так у многих детей резист к словесным ругательствам вырабатывается, им просто насрать становится. Сейчас сам наблюдал такую картину. Не, чувак, ты, бля, не понимаешь. Я его не видел лет 10. Ну вот как бы, да.